Всем привет, с вами портал product.ru. В очередной раз мы варенье, но сегодня мы берем интервью не у Вилата, не у Мага, а у еще одного игрока команды Дарр, Сергея Годобрагина. Привет. Всем привет. Для начала поговорим немного о тебе. Вот скажи, ты сейчас живешь отдельно от своих родителей? Я в процессе переезда, Я сейчас пока беспокою свою маму. У меня сейчас там доделали санузел, в принципе уже можно съезжать, но так как я сейчас в Киеве и вообще не было лень, если честно, последний месяц куда-то съезжать. А так, да, я переезжаю. Ну вообще, да, один. Расскажи, чем ты занимаешься, кроме доты? Воу. Свободное время, там, ну не знаю, какие у тебя увлечения, может быть? Как, мне 21 год, я типа тусуюсь. Такие тяжелые вопросы. Ты обещал, что будет все просто, слышишь? Честно, я не учусь, я не работаю. Все, что у меня вся моя работа, это называется дотой. Так что можно делать в свободное время? Отдыхаю, каких-то таких увлечений, хобби, что-то куда-то ездить, не. То есть у тебя нет высшего образования? Нет, у меня не закончено высшее, весьма гордо. Расскажи, пожалуйста, историю своего первого профессионального ника, как Kilgumall. Так. Один вопрос труднее другого, я сейчас даже уже не вспомнил. Нет, приставка Kilgumall, это очень просто. Есть такой сериал телевизионный «Спартак». Его можно найти на просторах интернета, у нас, я так понял, на телевидении не крутит. Весьма такой уже популярный, 3 сезона есть, пропиарю чуть-чуть. И где-то 8-я серия, мне он очень нравился, я его смотрел просто запой. Там было серии 6, я их посмотрел очень быстро, очень ждал выхода 2 новых. И где-то посмотрев 8-ю серию, сидел, думал, что-то, просто хочется узнать, что будет дальше. Открываю список серий, уже, те, кто снимают, где-то скинули просто в интернете название серии на весь сезон, и там 12-я серия Kilgumall. Я понял, что он их всех убьет. И мне так понравилась эта идея, что он их всех убьет, что просто приписка. Я не думаю, что это самая ужасно непродуманная приписка, которая когда-либо у кого-то была, мне кажется. Все дотерские ники, они, в принципе, такие. Я уже заметил, что когда ты тренируешься в перерывах, ты любишь играть в какие-то приложения ВКонтакте. Какие можешь посоветовать своим фанатам, какие ты играешь? Не играйте вообще ни в какие, это черная дыра. Я не могу оттуда выбраться уже где-то месяц, это просто. Не играйте, не заходите, контакт, есть у вас аккаунт, просто удалите аккаунт. Не надо. Социальные сети зло и приложение там полное стоит. Руна X, она, например, крутая. Добавляйте друзья, играйте в Руна X. Просто там друзья, там свои бонусы, так что все нормально. Кстати, во время своего интервью на Старладере ты, как сейчас, активно жестикулировал, там, отшучивался, и возникает такой вопрос, а ты случайно не находишься под действием каких-то запрещенных веществ во время, когда ты даешь интервью? Да, я постоянно над ними нахожусь, я просто обожаю их использовать, а так вообще, мне тут не разрешают на Дарр Буткемпе, я втихаря от Ивана, от всех. Моя команда, на самом деле, просто отвратительно ужасно. У нас еще русский есть в команде, Глеб Фаник. Из России просто отвратительный тип, мы его гнобимся. Мы просто не любим, мы скорее любим. Немножечко на более серьезные темы поговорим. Вспомним твой скандал при твоем участии с Козой. Мнение Несса по поводу этого скандала мы уже там читали ВКонтакте неоднократно, а какое у тебя мнение, взгляд? На что именно мнение? Конкретно на Козу? На сам скандал в целом. Правда ли, что именно из-за нее вы разошлись тем составом Дарр, ушел Несс? Ни в коем случае. Конкретно к доте это никакого отношения не имеет. Что-то тут обсуждать не имеет особого смысла. Просто скажу то, что наш состав на тот момент, он уже находился в весьма шатком положении, и изменения уже должны были быть. Просто мы с Инессом, наши конкретно с Инессом дороги разошлись, а так нет, ничего. За тобой часто наблюдается, что ты играешь на многокнопочных персонажах и закрадывается вопрос, у тебя не возникает никаких трудностей, когда ты там играешь за того же Тинкера, у которого 4 активных скилла, и еще
при этом у тебя 6 слотов. Вот как тебе удается так играть? Может, там всему делу твои там, пальцы какие-то говорят? Ну, вообще, мой предел — это лёрика. Я всегда прошу дать мне героя, у которого как минимум 2 кнопки. Короче, и надо вот просто кликать максимум на врага один раз. И еще вот кулдаун откатывается, если не забыл, что спел есть, типа кинуть еще. А так я не знаю, что мне этот герой дает. Я только скины вчера узнал до конца, что не работает. Действует, против кого-то играли, очень понравилось. Крутой герой, правда, издал 2 кнопки. Не, ну если серьезно, ну это все практика. Просто любой человек, мне кажется, может играть с абсолютно любым героем. Просто нужно пропрактиковаться и какие-то для себя, не знаю. Кому-то проще действовать так под так называемым гайдом, то есть для себя в голове решить какие-то действия будешь делать после каких-то действий, вот из игры в игру повторять их, и вот ты будешь уже в какой-то момент на автоматизме. То есть ты делаешь что-то на автоматизме, уже думаешь о каких-то других вещах. Правда, совсем как робот играть, вот все на автоматизме, это тоже плохо. Все-таки в доту люди играют, а не роботы, они разные действия делают. Кто-то ошибается и тем самым делает такое действие, которое ты никак не ожидал, и в общем целом, мне кажется, он прав, а ты нет. Вот ты в дар в основном стоишь на миде, скажи, у тебя есть такой вот герой, которого ты ненавидишь против себя? То есть ты начинаешь играть, ты такой смотришь против тебя там вот этот герой, думаешь, блин, ну вот сейчас против него стоять. Скорее всего, отвращение приходит, когда я играю каким-то героем. Я понимаю, что, блин, мне вот этим героем сейчас стоять. И чаще всего не важно, кто против тебя придет. Он просто скажет, ты кто такой, бомж из села. И давай, до свидания. Кстати, мы уже на села назовем. Ну, я конкретно тут не про Фреона говорю. У меня просто есть сейчас в миде герой, который объективно, возможно, сильный герой, но вот против какого-то героя он слабее. И как бы ты круто не играл, скорее всего, ты либо останешься без личика, то, что у тебя хп не будет, либо ты останешься без крипчиков, то, что у того анимация атака больше. Ну и так, в принципе. Вот вы очень любите юзать в своих пиках виспа, и там юзаете его в разнообразных связках. Мы уже видели Тини с виспом, Чарльз Найт с виспом. А какие вот еще связки с виспом вы практикуете или хотите там попрактиковать? Очень интересно. Но если не знаешь, что International у нас через недельку. Нельзя поделиться. Откровенно что-то такое болеть не стоит. Так, я не думаю, что для кого-то будет большим секретом, если какой-то герой придет и с виспом там будет что-то делать. Потому что у всех есть доступ к матчмейкингу, и в матчмейкинге можно увидеть абсолютно любые связки с этим виспом. Он будет у вас в печенках сидеть, и вы просто этого героя, кстати. Я, кстати, не знаю, вот у виспа же, когда он прилетает с плюс одним героем, если ты играешь против него, у тебя на миникарте огромная такая вот, просто чуть там по щекам тебя не бьют, когда на тебя летят висп и вот этот плюс один герой. Мне кажется, можно убегать заранее, гораздо ты просто видишь, убегаешь в другую сторону. Я не знаю, есть игроки, которые просто не играют против этого героя или вообще чего-то. Вот я помню Come With Me на протяжении всей игры, вот какой он, Ставада был. Come With Me на протяжении 40 минут просто был жертвой этого виспа. И как он мне сам говорил, мне так после игры сказали, ну там типа пишут, когда на тебя летят, что типа того непонятно. Короче, висп просто хороший герой, хороший буст какому-то герою. То есть, в принципе, любой герой, если вспомнил, он будет сильный, практически любой. Хорошо, если не будете палить тактики, то вот расскажи тогда тоже про тактики, но которые вам не понравились. То есть вы перед буткемпом, наверное, думали какие-то, вот сейчас возьмем такой пик, вот он должен затащить, а он в итоге не тащит, и вы говорите, все, вот эту страту мы больше не юзаем. У вас был такой пик какой-то? Да, он друид Андрюшин. Не, ну если серьезно, то как по мне, то есть у нас 5 людей все-таки в команде, у каждого свое сугубо субъективное мнение на любой игре, которую мы сыграли. То есть понятно, что если проиграл, это тебе надо еще сильнее задуматься о том, почему ты проиграл. Может быть, как раз таки вот этот набор героев он фигня, или вот конкретно этот герой ничего не делал, или конкретно опять лондруид, мудак, кто-то еще. Ну, как по мне, чтобы вот выяснить, хорошая или плохая вот эта стратегия, надо не одну игру сыграть, как можно больше, то есть там, 5, не знаю, 10, то есть с чем было сравнивать, просто бывают игры, которые изначально складываются очень удачно, есть пики, против которых вот эта стратегия абсолютно никак ее не вписать, а так вообще, да, бывает, вот что-то придумывается, и после того, как
поражение, одно поражение, если уж совсем вот ужасно, там, разгром, все в слезах, друг друга утешивают, успокаивают, не разговаривают друг с другом месяцами, тогда, да, мы откажемся от этой стратегии. Ну, или просто череда поражений, просто понимаем, что это реально трудно реализовать, или, ну, того не стоит. Да, такое бывает. Вот ты участвовал в квалификации на ВЦГ в Китае с питерским коллективом, но в итоге проиграл гаражам. Ты огорчен тем, что не поедешь в Китай? Нет, ну как, ВЦГ для чего вот эти отборочные были созданы? Для того, чтобы самые сильные, лучшие составы, игроки с ними поехали защищать честь России на ВЦГ. Если я не прошел дальше, ну что поделать, значит, типа, я не вхожу в число вот этих лучших игроков. Хотя могу сказать то, что я просто участвовал на отборочных на ВЦГ с очень хорошей, приятной компанией, с которой реально круто было играть. И я считаю, что мы дали бой всем. Ну, не выиграли. Значит, кстати, как думаешь, кто выиграет вот в итоге М5 или гараж? Ну, я так понял, квалификация. Обе команды поедут, просто одна будет с оплаченной, другая нет. Думать насчет, кто выиграет среди двух команд, типа, я не знаю. Скорее всего, мне кажется, Moscow Fire. То, что все-таки я верю в то, что команды, которые имеют себя называть командами, ну, право, которые являются командами, играются друг с другом продолжительное время, они должны выигрывать миксы. Какие бы там ни были миксы. Даже миксы сборной галактики, по идее, от команды должны отъезжать. Так что, думаю, Moscow 5. Но это будет то после International. После результатов International я и не только за Moscow 5 волнуюсь, я вообще за любые команды волнуюсь. Какие там будут изменения, то что прошлый первый International тоже вспомнить, там сразу же какие-то команды, кто друг другу уходит, все такие разбросанные. Какие-то команды вообще разваливаются, так что будет глобальная машина номер 2. Вот непосредственно об International. Вы на буткемпе уже почти неделю. Вот, какие у вас успехи за вот это время на буткемпе? Вот, как вы, сколько часов тренируетесь, там, когда спать приходите? Вот ты говорил, 14 часов за эту неделю поспал. Это вы до скольки тренируетесь вообще? Не понял, 14 часов я сегодня поспал. Я думал, вы так тренируетесь там часов до 2-3. Нет, мы тренируемся, можно, конечно, больше, но мы довольно много по времени. То есть, если брать в среднем, короче, часов 10-12. Мы там иногда, кто хочет, остается еще после 10-12, то есть с командой, пятером сидим. Кто хочет, остается, и там еще папочки играют. То есть, ну, максимум, типа, отыгрывал я часов 16. Конечно, вспомнив, если подготовку первого International, конечно, несравнимо, но там надо было поиграть, потому что все-таки игра была очень новая, и движок был очень новый, и там микро страдал абсолютно у всех, то есть там надо было реально играть. Тут в течение года кто как наработал, тут, как это скажем, типа, перед смертью не надышишься. И тут за неделю лучшие команды, лучшими игроками в галактике не стать. Просто, ну, мы для чемпионата мира мы вполне много играем. Можно больше, но нормально. А сегодня так просто получилось. Ушли пораньше, точнее пришли попозже. Что-то как не проснуться было. Я говорю, это атмосфера киевская, отвратительно, голова вся заболела опять. Я вот заметил, что когда вы только собрались, у вас было КВ против МТW, и Габлак играл не на привычном для себя Боун Флетчере, то есть он пошел в харду, а не играл на саппорте. Это вот просто вы по фану так решили, или вот он пересел просто на харду, а Мак теперь на саппортах? Это просто конкретно та игра. Ничего более, просто... Блин, я даже не особо вспомню, что это за игра была, все-таки игр-то много. Кловерк там был у вас. Все увидите, короче, сами, но тут в этом нет ничего странного, как по мне, то, что один игрок вместо другого играет на каком-то герое. То, что все-таки при International у нас времени не так много, и если хотим брать обширный пул героев, надо, чтобы либо игроки играли на всех героев, которые могут, а если не могут играть на всех, то пусть играют те, которые могут. Так что, да, и такое бывает. И Флетчер бывает на Габлаках, а точнее Габлак бывает на Флетчере. Ты пару дней назад заходил в арену, чтобы взять интервью у Вилат, заметил, что ты с Фаником сидишь, гоняешь пабы, в это время Мак где-то вообще в другом месте, Артстайла и Габлака я даже не видел рядом с вами и в арене в целом. Это вас
часто так тренировки проходят, или это у вас просто перерыв был? Да, я согласен, Мак дурак еще тот. Ну, ты бывает, у нас, я говорю, то есть мы вместе играем часов 10, наигрываем. Так что все оставшееся время занимаются люди чем хотят. Вот мы с Ваником решили поиграть в доту. Мак решил быть дураком, а вот остальные люди, я не знаю, я просто реально не помню. То есть все это как-то уже смешивается. Я тут с понедельника, и в принципе все одно и то же. Я тут кушаю, играю в доту, кушаю, играю в доту, кушаю, играю в доту, сплю, кушаю. Короче, я по-моему, ем больше, чем уже в доту играю. Я так в Питере вообще много не питаюсь. Я не знаю, с чем это связано, но походу, вот, слов нет. У меня уже голова не соображает. И да, я все это время перевариваю. Все. Поведай нам тогда, почему вот ты уезжаешь в Питер и оттуда отправляешься в Сиэтл. Разве вот у тебя не было возможности полететь вместе со своей командой вот в Сиэтл? Да и у харьковских ребят была возможность полететь из Киева. Просто это надо было все заранее обговаривать непосредственно с Валей. Валя уже покупает билеты. А мне нужны были билеты для собеседования второго. Потому что первый я провалил, и я попросил у Вали еще больше каких-то пакетов документов, чем они прислали. Они изначально прислали какую-то бумажку, то есть с рассказами о том, что такое Вали, что они там сделали, какие там достижения, награды в области разработки игр, и вот это саппортив письмо на визу B1. И этого оказалось конкретно для меня, не работающего, не учащегося русского, маловато. Ну, я, конечно, сказал, что у меня тут семья, жена, дети, собака, их надо всех выгуливать, жену обязательно. А мне не поверили, сказали, я в Америке останусь. Ну, типа, нет, братан, ты там останешься? Нет, не останусь. И поэтому просил билеты, мне прислали билеты, и все стало супер. Не, на самом деле, второй раз собеседование, первое длилось 5 минут, второе 30 секунд. Просто я еду на турнир, вот билеты, посмотрели, окей, йо, welcome in America. Все. Вот, кстати, как ты отреагировал на слова Вилата о том, что ты займешь 7-8 место с Нави, а остальные команды вот, на интернешнале будут китайцы? 20 тысяч, братан, спасибо. Короче, я в забой. Сколько я там могу потратить? Ну, серьезно, у каждого человека, каждый человек имеет право на какое-то свое представление о том, что будет на этом интернешнале происходить. Если вы меня спросили, вот расставь, пожалуйста, вот список, вот 16 команд вот эти едут, я бы просто, идите вы, ребята, знаете куда. Короче, я не знаю, что там происходит. Я единственное могу сказать, что интернешнл это будет тающий мясняк, просто мясорубка. Одни команды будут убивать другие команды, и объективно сказать, вот сейчас вот по кланварам, которые мы играем, по составам команд, участников, конечно, будут явные аутсайдеры, и может быть такое, что и мы окажемся явными аутсайдерами, и я такой тут сижу, такой на понтах интервью даю, а сам отмечаю 16 место на чемпионате мира из 16 команд, и типа вот, такие дела. Но назвать даже команды, которые вот объективно лидеры, вот, которые их подготовка на таком высоком уровне, который отличается от других команд, очень трудно назвать. В первую очередь это будет влиять удача. Кому-то будет вести, кому-то нет. Все-таки Dota не самая, скажем так, стабильная, что ли, игра. То есть очень много каких-то элементов рандома, связанных не то, что даже с действиями игроков, то есть один пошел туда, другой туда, а вот банальные механики в игре. Так что какие-то игры это будет просто, кому-то повезет, кому-то нет. Но сказать то, что... Нет, если вот назвать вот, конкретно для меня мой любимый канал, который едет в International, как правило, это будет IG из Китая. Очень нравится, как они играют, и мне кажется, у них будет все хорошо, дойдут они далеко. А вот сказать, кто первое место займет, а кто первый вылетит, это не ко мне точно. И то, что Вилат поставил нас 7-8 с нами, да? Ну, нормально это. Я слышал его прогнозах, там, о том, кто там топ-12, топ-16, ну, это типа его мнение. Я не знаю, может быть, Вилат и вторая Ванга, и действительно все так и будет. Но пока что трудно говорить. Даже сейчас, вот за неделю до International, я не могу сказать, какие команды. Не, есть аутсайдеры, но я их называть не буду, по моему мнению, но
расставить все по местам даже примерно никак не смогу. Очень интересный турнир, и я рад, что я поеду туда еще и участвовать, а не только посмотреть. Вот расскажи про свое старое заявление о том, что ты никогда не проиграешь организации Moscow Five, в каком бы ни было составе. С тех пор вы уже неоднократно проигрывали им. Вот не считаешь, что твое заявление было сделано поспешно, и ты переоценил свои возможности и дары в целом? После этого заявления я повзрослел. Ну, прокомментировать это, ну, на тот момент это было сказано, я не помню, в каком было это печатном интервью, я дал какому-то сайту, я не помню конкретно ли вот такую фразу, наверное, да, действительно, я на тот момент тогда и сказал, но в тот момент, в том составе, в котором я играл, я был уверен, что вот так оно и будет. Но потом, как это случается с людьми, люди устают друг от друга, людям начинает что-то не нравиться, и у нас первый раз Moscow Five выиграли уже на нашем спале, после которого мы вообще распались. Ну, такое, короче, случается, и это лишний раз доказывает то, что вот такие вот громкие заявления, которые я делал, и многие постоянно кто-то делает, они не имеют никакого смысла. Это просто лишние какие-то понты, что детское ребячество. А вот скажи, игры вот против М5 для тебя до сих пор имеют принципиальный характер, или уже вот ты будешь против них играть, когда, если вообще у вас будет игра на International, вот как против остальных команд? Да нет даже такого понятия у меня принципиальная игра, не принципиальная игра. То есть, если игра важна, если я хочу ее выиграть, я буду стараться выиграть. И тут уже не от противника зависит, а тут от того, что я получу, какой профит с победой в интернешнале. Тут уже отмазочки, то, что вот, я тут тестил, тут что-то еще, мне тут было пофигу, меня, ну типа, вообще не о том думал, тут такого нет. Тут, что я лично в интернешнл еду показывать спорт, лучшую игру, то, что я пытался вот из себя выжить за этот год. То есть что-то я пытался придумать, какие-то вещи, какие-то действия во время игры я делал. Подсознательно знаю, что в более серьезной игре я такое не сделал, я просто смотрел реакцию врага, и можно такое использовать. То есть в интернешнале максимально стабильно, эффективно и продуктивно постараюсь играть. Я думаю, с таким же настроем едет любой игрок и любая команда, просто показать лучшую игру. Ну и, конечно, призовые тут очень сильно впечатляет. Ну и турнир значимость имеет реально чемпионата мира. То есть, выиграв его, ты говоришь все, не терпи. Я тут лучший. Потому что отовсюду вы приехали ко мне, а я тут как был боссом, так и остался. Я тут Вот вообще фанатам твоим, наверное, и фанатам Дара в целом интересно, какие у вас отношения в команде? Просто наверняка все переживают, что если вот у вас будет какая-то неудача на International, провалитесь, то вы развалитесь после этого турнира. Можешь заверить своих фанатов, что этого не будет? Или все-таки возможно какие-то изменения в составе? Ну вообще, в атмосфере в команде, да, могу сказать то, что русских тут очень сильно не любят, но Андрей справляется. Его как за силобера гнобят, так за то, что он русский. Он не русский, Фаня русский, короче, все. Какие-то заявления делать, я не могу делать заявления вот за каждого из игрока, да. Мы никогда не затрагиваем эту тему, и вообще как вот, собрались мы такие за стол. Ребята, распадаться мы будем после International, все плохо будет? Ну да, можно, в принципе, да, ну давайте. Не, ну как, нельзя такие вообще заявления делать, это могут, не знаю, менеджмент делать организации, владелец организации сказать, то, что я не дам этим никуда уйти от морозки или еще чего-то. А конкретно, как я могу даже за себя ответить? Тут нет меня вытешить. Если захотят все разойтись, то никого не удержу. Хорошо. Поговорим тогда вот непосредственно о продоте. Ты часто посещаешь наш сайт? Вот, если быть точным, фраза «как пойдет» будет вообще вот 100%. Потому что могу иногда вообще не заходить в какой-то промежуток времени. Могу зайти, смотрю, так, в общем, в целом. Очень нравится читать общий раздел. И мне всегда нравилось, что в Сugame, что про Dota, то, что есть там какие-то деятели, креативщики, которые просто забавную фразу выдадут, какую-то забавную картинку вставят, и все, хихоньки да хахоньки, настроение поднялось. Конечно, вот ради такого, в принципе, и читаю, но
в общем целом почитать про доту, чтобы как профессиональному игроку что-то из себя вынести про доту, или посмотреть после какой-то нашей официальной игры, как там все скажут, а, Дарры молодцы, или а, Дарры не молодцы. Это так вот сказано, конечно. Нет, и вот какие-то советы, там, читать то, что вот это надо играть так-то, 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 нет, не для этого смотрю. А так вообще смотрю. Ну и таверны, да, почитываю то, что там интересно. Есть там личности одни, которые я по никам помню на форуме, после которых интересно читать. Еще бы знать, бы правда это все или нет, что они там о своей жизни-то рассказывают. Вот первоначально в статьи «Путь в ПРО» вопросы относились к тебе. Вначале ты согласился на них давать ответ, но потом что-то отморозился. Вот с чем это было связано? С чем ты отморозился? Да, вот почему ты не захотел отвечать? Честно, не помню. Статья «Путь». Нет, конкретно статья «Путь в ПРО» это кто по итогам? Фаник отвечал. Хвост и Владан уже. Честно, не помню. Не первый раз я просто, наверное, отмораживался, и вот когда много раз что-то делаешь, конечно же, все это сливается в один большой отморозок. Да, я отморозок, извините. Хорошо. В заключение, можешь что-нибудь пожелать всем юзерам продукта? Понимание, господа. И всем дота, пацаны. Конечно, смотрите International, потому что все, что вы смотрели до этого, это, наверное, та еще фигня. International, особенно вот этот финал. Я не знаю, какие две команды встретятся в гранд-финале, но это должно быть вообще самое эпичное, что может быть. Это, конечно, будет вообще сверхэпично, если я еще буду в этом финале участвовать, сидеть и 10 игроков, но если я там не буду, все равно будет эпично. Конечно, не так эпично, эпично. Ребят, эпично. Про Dota это эпично. Передашь кому-нибудь привет в заключение? Конечно, хочу поблагодарить организацию Darr за то, что предоставили нам возможность поехать на буткемп, вообще поддерживали меня и мою команду на протяжении полугода. Да, может, наверное, полгода под Darr спонсорством Razer за отличные девайсы, на которых мы все абсолютно играем. Я чуть ли не сплю с этой мышкой, я обожаю мышку, коврик, клавиатуру, все обожаю. Razer, все, спасибо большое. Ну и все, кто обо мне когда слышали, знали, там, друзьяшкам, не передаю привет, потому что я их всех ненавижу, они прекрасно в этом знают. Никого не люблю. Все.